Ребят, всем привет! Мы сегодня идем в детский мир охотиться на СТХ. Нам сообщили, что здесь приехала коробочка Q-Case. Я так понимаю, Q-Case прошлого года. Напоминаю, что в прошлый раз нашли Chevrolet именно зелененькую в Q-Case. Она, в принципе, там и должна быть. Так, здесь у нас ничего не висит. Вы просто сегодня написали, что новая пришла. Ну, если вам не сложно, можете посмотреть еще раз. Так, смоем, короче, коробку. Дали нам коробку микс. Так, это немножко не то, что нам нужно. Это у нас... Ну да, это, в принципе, то, что писали, Q-Case. Скрыть цель сверху. Навалили, правда, конечно, капец просто. Давайте вот так хотя посмотрим. Что-то путную уже забрали, да? Вот не то. Понятно. Так, это вообще рейсер. Это рейсеры. Русские. Так, ребят, дали нам коробочку, но немножко не то. Складываем хотя бы более-менее прилично. Сейчас ждем новую коробочку. Супер. Благодарю. Вот. Вот здесь у нас QQ, хотя это G-Case, кстати. Привет, привет. Так, ребят, вынесли нам коробку. Так, G-коробка. Надо вспомнить, что там интересное у нас. Так, вроде то же самое, что и в прошлый раз, да? Ладно, давайте надеяться, что есть какая-нибудь редкая моделька. Сюда, пожалуйста, проходите на оплату. Да, мы просто ищем одну машинку, бедный, второй день. Скажите, какой Сейчас я вам помогу. Красная? Нет. Да, будет сложнее. Или такое. Ну, давайте посмотрим, но такого нету в этой коробке. Просто в каждой коробке есть определенная модель. Вот. Да, там есть такая. Без этой модели? Модели. Есть все фамилии. Так, еще раз. Если вот это ваша. Так. Она черная, я так понимаю, с каким-то зеленым. Стойте, это же не Hot Wheels даже. Это же не Hot Wheels, это аналог. Посмотрите внимательно. Видите, снизу Volkswagen такой. Это типа рейсер или еще что-то подобное. Этого надо смотреть там на полке. Так, к сожалению, нам с этой не повезло. Мы ее отложим. Так, что тут еще? Так, меня чуть перебили. Короче, я что, принял решение. Сделаем в этом видео розыгрыш. Разыграем дополнительный Supra, потому что в прошлом видео была ошибка. Так, что здесь еще интересного можно взять на розыгрыш? Ой, даже не знаю. Все, ребят, убираю. Короче, надеюсь, все меня поняли, что в этом видео у нас тоже идет розыгрыш. Все-таки, да, ошибочка была. Надо исправляться. И дополнительно будет Supra. Supra, я думаю, многие кто хочет. Поэтому ее тоже забираем. Ну, в принципе, мы в этом магазине уже полутали 3 таких коробки. Но с Supra нам пока не повезло. И в этот раз вот эта моделька целая. В прошлом видео она была именно в этом магазине с браком. И плюс это доказывает то, что это другая коробка. Так, ну что, мы переносимся, наверное, в следующий магазин. Это я забираю. И посмотрим, надеюсь, нам повезет, будет еще какая-нибудь коробка. Вот. И вообще, кстати, мысль сделать розыгрыш на СТХ, если найдем повторную СТХ. Конечно, такую СТХ первую по-любому пойдет ко мне. Вот, я надеялся, что будет типа зеленый СТХ, потому что говорили, что будет Q-Case. Но, видимо, посмотрели не на те буквы, чуть ошиблись. Все-таки надо по 4-й определять, а не по последним. Ну, как бы, это простительно тем, кто не в теме, поэтому это нормально. Вот, я просто думал, что будет коробка 22 года Q-Case, и там, соответственно, будет зеленая СТХ-шка. И, соответственно, если была бы СТХ-шка зеленая, мы бы ее даже разыграли в этом видео. Но не фартануло, как говорится. Ну, за это взяли Supra на розыгрыш. Что нужно сделать для участия? Просто написать комментарий, указать свой телеграм, либо любую соцсеть.
и написать нормальный комментарий. Все, участвуем. Вынесли нам коробку, но видим здесь все старый сет. Причем, ну, интересная моделька. Посмотрим, сколько она стоит. Но она наверняка стоит 1000. Давайте сразу взглянем. Наверняка стоит 1200. Ну да, 1299. Одна штука в наличии. Ну, подумаем. Была идея взять данную модельку и снять декали, чтобы чисто был типа оранжевый Nissan. Так, ладно, это то, что мы находили. Так, вроде как целая коробка. Что это за коробка? А, это G у нас коробка, все то же самое. Ну ладно, давайте взглянем. Возможно, здесь нам повезет. Короче, выгружаем все наружу. Так, к сожалению, вот я уже вижу, что нам не повезло. Ну ладно, может внизу что-то да будет. Так, данную коробку даже нет смысла отправлять в вип-чат, потому что, ну, ребята уже откровенно залутали отсюда все, что только возможно. Так, смотрим дальше. Откровенно, кейс уже надоел, хочется что-то нового. Так. Смотрим. Уже больше я смотрю, на самом деле, может здесь что-то такое, типа эровское есть, прикольненькое, там, необычное. Так, в одном из роликов вы можете видеть, там была одна моделька без колеса. Это было смешно. Так, ну что, и смотрим, что здесь у нас есть. Так, поршик. Так, это хашка у нас тут вот этого, да, вроде? Ну да. Ладно, ТХ-шку оставим здесь. У нас уже одна есть. Да, вот такая вот моделька была без колес. Ну, или без передней, уже не помню. Так, ладно. С черным Мерседесом нам не повезло, к сожалению. Так, сейчас ладно, посмотрим, что VIP нужно. Там у них есть категория «Мне нужно». Если здесь что-нибудь из этого найдется, возьмем. Так. Ну да, все, ребят, стандартный G-кейсик. Находимся мы на Семеновской. Нам вынесли очередной G-кейс. Давайте взглянем, что в нем есть. Возьмем для этого тележечку. Так, взяли тележечку. Посмотрим, что лежит внизу. Так, видим Супру, но, к сожалению, не СТХ. Так, все остальное, в принципе, это у нас стандартный кейс, который мы уже посмотрели даже в этой серии неоднократно. Ой, не знаю, что здесь вообще можно даже взять. Так, вроде ничего. Здесь уже другой кейс, H-кейс. Давайте посмотрим, что в нем лежит. Но, к сожалению, она уже открыта. Бэтмена видим сразу, сходу. Так, а это, кстати, у нас вроде как новая коробка, поэтому, если что, здесь можно взять пару моделей на розыгрыш, если это новая коробка. Но пока вроде ничего путного я не вижу. И лежит все плюс-минус одно и то же. Вот это прикольно, кстати. Мотоцикл интересный. Тесла. Ну, кстати, Теслу давайте отложим в бок. Может, ее и возьмем на розыгрыш. Так, вот это ничего такая, она такая у меня уже есть, поэтому оставим ее здесь. Так, доджики, поршики, погани, зомби, автобусы. Так, ничего пока такого суперского не вижу. Так, к сожалению, кейс, да, это начатый, поэтому вряд ли мы здесь что-то такое путное найдем, но все может быть. Так, таких прям много. О, такой можно отложить. Это Mazda.
Так, вот такой бы хотелось быть серый найти, потому что черный уже есть. Новая прикольная. Ну, такую мне уже взяли ребята из VIP-чата причем. Большое спасибо им. Так, ребята, вот у нас ТХ-шечка. Ну, кстати, прикольный мотоцикл. Может тоже отложить. Так, ребят, вот в данном кейсе вот такая вот ТХ-шка, которую мы только что нашли. И вот такая может быть СТХ-шка. Выдали нам следующую коробку. Это у нас А-коробка. Конечно, вряд ли что-то путное будет. Ну, а вдруг? Бывает только. Пишите в комментариях. Длинные карты, кстати. Прикиньте, был бы. Да, вдруг, вот это был бы вообще эпик. Вот этот прикольный. Можно в теории с него снять краску. Не буду набирать. Вот я уже отложил две модельки. Вот, допустим, ТХ-шечку себе оставлю, вот эту на розыгрыш пущу. Сейчас еще наберем пару моделей, чтобы в розыгрыше было поинтересней участвовать. Кстати, мне тут братан предлагает, говорит, что типа делай просто приз, ну типа денежный приз а-ля на телефон. Что вы думаете? Допустим, там вместо моделек можно разыгрывать просто пятихатку. Пишите в комментариях, какой приз вам более интересен. Hot Wheels, либо просто денежка на телефон. Естественно, то и то в прикол. Я-то это в первую очередь делаю ради того, чтобы у тех, у кого вообще нет Hot Wheels, могли выиграть модельку. Так, вот эта моделька, напоминаю, светится. Вот здесь снизу, видите, есть прорезь. Туда запихиваете лампочку какую-нибудь и будет светиться салон. Маленький ролик есть где-то на канале. Так, сразу показываю, чтобы не писали. Их тут две, и они обе обычные. А то если лежало, стопудово писали. А мы стака. 800 штук нам вынесли только вот то, что мы посмотрели. Понятное дело, что, скорее всего, там где-то еще есть. Ну, естественно, нам говорят, что ничего нет. Короче, взяли мы две модельки. Вот это пойдет в розыгрыш, это пойдет в коллекцию, потому что, напоминаю, что я ТХ-шки собираю только те, которые сам нахожу. Так что не надо мне их предлагать на выкуп. Ну и что, сегодня пришла поставка. И в теории еще в другие тоже пришла поставка. Короче, в итоге через 2 дня здесь, скорее всего, будет. Поэтому, ребят, сегодня что у нас? Сегодня 29-е. 31-го бегите сюда. И стопудово здесь будет новая коробка. Я не знаю, ролик выйдет 31-го, не 1-го, но постараюсь выпустить как можно скорее. Ребят, давно мы здесь не были. Кто меня давно смотрит, наверное, сразу поняли, где я нахожусь. Нахожусь я на Киевской. Кстати, вот видим данный кейс. Это у нас не СТХ-шка, значит у них тоже есть H-кейс. Так, смотрим, что здесь висит. Но, в принципе, эти модели висят, и они не такие ужасные, как на Семеновской. Есть годные модели. Так что можете приходить чекать даже в зале. Также есть информация о том, что здесь только что приехала коробка, она еще на палете. Если ее удастся выбросить, то будет вообще топчик. Если нам еще и дадут ее запакованную, будет вообще просто эпическое видео. Потому что, ребят, вы знаете, да, то что если коробка запакована, есть шанс, то что ее не лутал сотрудник. Так, вот эта моделька, к сожалению, у нас не СТХ. Также вот это могла быть СТХ, если из разных кейсов. Но я склоняюсь к тому, что это H-кейс. Скорее всего, вот эта вот моделька должна была быть СТХ-шной. Так, ну что, ждем тогда поставки. Ох, давайте посмотрим, что здесь есть интересного. А мы пока будем дожидаться коробочку. Кстати, что такое? Volkswagen. Блин, пластмассовый, что ли, или железный? Не пойму. Подскажите мне в комментариях. Так, и смотрим, что здесь есть по 5-пакам. Ну ничего такого. Сейчас в основном все ищут Nissan и Форсаж. В принципе, они есть здесь. А, вот, еще снизу не заметил сразу. Есть пару моделей. Такие, кто-то накидал. Вдруг могла быть СТХ-шка. Так. Кстати, некоторые спрашивают в комментариях, где найти весь список СТХ. Ребят, просто пишите в гугле Hot Wheels STH, и вам там 2-3 сайт дает целый список. Вы просто заходите и смотрите, все по годам есть. Так что
переходить. Ну или просто в комментариях пишите, я вам ссылку отправлю. Так, смотрим 10-пак. Честно, еще ни разу не покупал 10-пак, потому что нет такой прям супер-пупер модели, которая мне нужна. Но вдруг когда-нибудь это случится. Поэтому просто поглядываю, смотрю, что может быть у них. Пока ничего такого путного не нашел. Кстати, вот оранжевый, ничего такой прикольненький. Ту-ту-ту. Вообще могли бы замутить, типа, мята. Сегодня в чате писали то, что сегодня день мяты. Поэтому, ребят, кто это отмечает, поздравляю вас. Конечно, вот эти все праздники, ребят, мне кажется, это все-таки не наша тема. Хотя, у кого есть в реальности мята, думаю, достаточно рады этому празднику. Ребят, пока ждем коробку, решил дойти до матчбокса, посмотреть, что здесь есть. На днях была информация о том, что нашли чейз. Да, ребят, есть чейз. Короче, у них есть чейз, здесь такая надпись чейз. Это типа СТХ в матчбоксах. Поэтому чекайте, смотрите, возможно, вы сможете залутать. А я жду, короче, вот в таком, в такой упаковке. Скоро должна появиться тоже серия, там тоже будет чейз, будет гелик черный. Соответственно, он будет чейзовский. Вот его буду тоже искать. Забавная моделька. Но я думаю, мало кому нужна. Сейчас VIP спрошу, может быть, кто-то дозаберет. Так, здесь еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, такое себе. Так, видим, сзади еще у нас лежит какие-то пятипаки. Что это такое за пятипак? Ой, какой-то он супер странный, военной тематики. Сафари, все дела. Это мы уже неоднократно встречали. Так, и вон еще один какой-то пятипак завалялся. Так, и вот еще один пятипачек. Ну, такое. Так, ладно. Любезно за кадром пообщались с охранником. Так, нашли еще пару моделей Matchbox. Германия. Ну и все, в принципе. Это все, что тут нашлось. Так, вынесли нам G-коробочку. Смотрим. Скрытая, к сожалению. Так, посмотрели уже модельку сверху. Вытаскиваем по чуть-чуть. Так, сделаем, так будет проще. Ага, смотрите. Нет, все-таки, да, это не ошибся. Здесь все-таки нет СТХ-шка. Пишем также супу. Потому что, может быть, нам повезет. Так, на всякий случай прочекаем каждую модельку. Посмотрим. Так. Если, конечно, это новое, то это прям все очень грустно, ребят, потому что у вас, скорее всего, тоже будет поставка старых кейсов. Ага, смотрите, не хватает модельки, причем несколько. Нет, это точно не новая коробка. Прям вот этих вот куча здесь. Так, ладно, давайте вот это так довытаскиваем, посмотрим. Но, к сожалению, вряд ли. Вряд ли. Ну да. Даже ощущение, что ТХшки нету. Ребят, наша охота, ну, скажем так, не особо удалась. Мы ничего такого путного не нашли, кроме вот пару моделей. И также попутно за кадром, можно сказать, вот эту модельку нашел. Взял ее чисто на кастом. Ну, больше там ничего интересного не было, поэтому даже нет смысла показывать. Вот что нашел. И в чате списался с парнем. Взял у него вот такие вот Sky. Они, конечно, ушатанные. Видно, что ими игрались. Состояние не айс. Вот. Но для кастома. Все это, на самом деле, вот эти 4 модели. Вот эти 4 модели взял для кастома. Так что все окей. Так, надо чуть-чуть вам пониже показать. Вот так лучше видно. Так, вот здесь лежит просто офигенные модельки. Чуть попозже сейчас покажу. Так, смотрите видео до конца. Вы точно офигеете.
Возможно, они, кстати, даже на превьюшке, я точно не знаю. Ну, модели реально стоящие. Так, что я еще взял? Еще я взял вот такие вот штуки. Это такие, типа, наклеечки, что ли. Заказал на Валбересе. Короче, они, типа, имеют такую клеящую поверхность. Можете найти на Валберес. Если что, могу ссылку отправить. Пишите в комментариях. Так сказать, прикреплю к видео. Короче, крепится на одежду, на любую поверхность. Что мне вам? Говорится, лучше показать, чем рассказать. Вот, видите, стоит. В принципе, дополняет стилек. Смотрится достаточно прикольно. Вот надо будет поменять на более свежую. Еще, кстати, заказал вот такие вот наклеечки. Было интересно посмотреть, какое у них состояние. Достаточно прикольные наклеечки. Я, короче, решил, буду вырезать и иногда складывать в посылки. Ну, либо участникам вип-чата, либо победителям из видео. Поэтому участвую в розыгрыше и какую-нибудь наклеечку я тебе положу. Ну, стараюсь, естественно, тематически. Если там была какая-нибудь япошка, то кладу япошку. Если был какой-то американец, то американец. Ну и так далее и тому подобное. Наклейки прикольные. Надо будет тоже себе что-нибудь понаклеивать. Но пока особо не придумал куда. Потому что на ноутбуке я не люблю ничего клеить. Все-таки люблю, когда все чистенько. Так сказать, пиши в комментариях, куда можно ее наклеить. Лоб не принимается. Прежде чем переходить к той посылке, я покажу вам еще более интересную посылку, которая, скорее всего, даже понадобится тебе. Естественно, ссылочку на продавцов я оставляю в описании. Ребят, посылка здоровенная, вот пришла вот в таком состоянии. Давайте ее вскроем. Так, вот здесь они чуть-чуть соединились. Сейчас аккуратно попробуем их освободить. Главное, ничего не сломать. Так, ребят, это у нас две полки. В принципе, они, кстати, крепятся на болты. Это очень удобно. Имеют оргстекло. Сейчас чуть попозже, поближе покажу. Это тоже плюс, потому что будет видно всю карту. Единственное, здесь, конечно, не будет видно, но ничего. Сейчас я их наполню, чтобы посмотреть, как это выглядит. Так, это, короче, для према, это для мейна. Давайте начнем с мейна. Давайте сейчас я ее заполню и посмотрим, как это будет выглядеть. Так, ребят, вот такая вот полочка у меня получилась. Накидал энное количество моделей, которые были под рукой, скажем так, в ближайшей коробочке. Надеюсь, скоро соберусь силами и сниму серию про свой мейн. Вот. Вообще, конечно, я так смотрю, уже надо от каких-то моделей избавляться. Потому что что-то прям не все гуд. Ладно, пиши в комментариях, что бы хотел из этого, а что бы, допустим, слил бы, вообще не раздумывая. Так, ну вот это прям топчик. Ладно, для меня топчик, у меня просто автомобиль, скажем так, в простонародье называется тостер, поэтому для меня это тематическая моделька. Так, ну что, вот такая вот полочка, достаточно прикольная. Единственное, видите, мы здесь не видим оргстекла, как на премиум, но в принципе оно здесь и не надо. Конечно же, надо вставлять модельки аккуратно, и сами понимаете, если вы будете постоянно их засовывать, то, естественно, ваш картон придет в негодность. Поэтому один раз поставил и забыл, как минимум на энное время. В принципе, по качеству очень достойно. Цена, кстати, очень приемлемая, поэтому обратите внимание, перейдите, посмотрите, понравится вам либо нет. Сумму точно называть не буду, потому что, сами понимаете, цены могут меняться. Сейчас у нас такой рынок, то что сегодня цена одна, завтра другая. Но на данный момент реально бюджетная цена, поэтому переходи, смотри. Классно повесить именно такие полки куда-нибудь, не знаю, там над компьютером, там в комнате. Особенно если вы здесь выложите свои прям любимые модельки где-нибудь по тематикам. Вот видите, я, допустим, аешки, это мейновские сюда добавил, еще что-то. Ну, короче, старался хоть какую-то там плюс-минус историю, так сказать, сделать. Ну, конечно, на скорую руку. Поэтому однозначно лайк. Вашему вниманию в полочке. Сами смотрите, нравится, не нравится. Ссылочки на продавца есть в описании. Так что чекайте и, так сказать, судите сами. Так, а мы переходим к премиумской доске. Надеюсь, она будет еще круче, чем это, потому что там оргстекло, и там реально выглядит все очень прям премиально. Это мы
целиком прям убираем. Вот, кстати, видите, удобно носить. Кстати, ребят, пока есть 5 секунд, скоро сходка 9 сентября. Вообще переходите в мою группу по мероприятиям, именно у Hot Wheels, там будет вся информация про разные встречи, поэтому чекайте. И, соответственно, там уже есть анонс встречи, поэтому тоже ссылочка в описании. 9 сентября, хлебозавод. Приходите на сходку, я думаю, будет весело. 100 пудов будет что купить. Ну и если вы продаван, я думаю, вы уже в курсе и сможете что-то продать. Ну, я для тех, кто только начинает увлекаться Hot Wheels и хочет что-то приобрести интересное, а не то, что продается в магазинах. Поэтому вам обязательно нужно там быть. Увидимся там. Так, а мы переходим к премиальной полочке. Я еще хотел сказать, то, что такую полку вы можете в теории на сходке использовать, если вы выставляетесь. Очень круто. И очень удобно возить, наверное. Ребят, пока я искал премки, наткнулся еще вот на такую аешку. Так что из мейнов у меня все. Взял ближайшую коробочку. Что у нас тут лежит? О, у нас тут лежит форсаж. Так, давайте класть форсаж. Так, с этими давайте разобьем. Складываем, как это будет выглядеть. О, премки прям идеально заходят. Так, идеально высоты хватает, даже немножко торчит. Но, в принципе, это приемлемо. Нормуль. Кстати, прикольно, да, прикольное решение с оргстеклом. Видите, то, что всю карту вы видите. И даже здесь название целиком вмещается из-за того, что есть оргстекло. Поэтому за это отдельный лайк. Ну и, соответственно, вы можете ставить таким способом. Если вы хотите, чтобы у вас полностью карта была видна, давайте вот так поставим пару моделей. Я вам вообще показываю наглядный пример, как эта доска работает, если кто-то не в теме. Поэтому еще всегда можно взять побольше таких досок, и чтобы у вас прям была типа витрина. Кстати, и для магазина это, по идее, тоже пойдет как выставочный образец. Ну, это так, кто задумывается. Вот. Ну, короче, вот таким образом я положил. В принципе, показал вам все варианты, как выглядит не на полной заполненности, как выглядит, если вы хотите показать всю карту, и, соответственно, как выглядит, если вы хотите поставить весь сет. В принципе, самый идеальный вариант, конечно, это когда у тебя весь сет стоит, 4 сюда сета вставил, особенно если вы крутые сеты используете, будет прям вообще офигенно смотреться. Я вот решил поставить форсаж. Есть, в принципе, еще пару моделей, которые я тоже достал. Ну, я думаю, уже, в принципе, нет смысла. И так все понятно. Продавцу огромный респект за то, что отправил данную полку. Плюс вам я о ней рассказал. И, соответственно, надеюсь, она вам пригодится. Поэтому переходите, смотрите. Вот, возможно, кому-то и будет очень интересно. Поэтому переходите по ссылочке, оценивайте сами, смотрите по цене, как вам дорого-недорого. По мне, прикольный формат для того, чтобы хранить данные модели, особенно если у вас есть специальное место, уголок, либо отдельная комната для Hot Wheels. Давайте сзади вам покажу. Сзади доска выглядит так. В принципе, не супер, конечно, презентабельно. Хотел бы здесь еще чуть-чуть ее подкрасить. Но, в принципе, в эту сторону не увидите. Поэтому какая разница, да? Вот главное вот это. Вот. Конечно, еще раз подчеркну, вариант с оргстеклом мне очень нравится. Прикольное решение. Я понимаю, что это заморочка, потому что, естественно, дешевле делать вот такие штуки. Но вот с оргстеклом очень круто. Хотел бы еще узнать, есть ли вариант, допустим, чтобы все вот эти 5 рамочек были из оргстекла, а не только 3 посередине. Вот это, я думаю, можно было бы доработать. Так, ну что, мы переходим к следующей посылке. Она достаточно очень интересная и очень культовая. Так что ставь лайк, пиши комментарий, ну и подписывайся на канал. Та-та-та-та. Так, ребят, вот эта посылочка долгожданная, которая была в начале именно обзора. Так, открываем ее. Кстати, посылка из США. Ну, как бы из США, но приехала через Иш-Карлу. Ребят, я, в принципе, уже советовал, поэтому ссылочка на них тоже, естественно, будет в описании. Проверены уже продавцы. Заказывал у них как раз сционы и аешку. Именно вот эту аешку, ребят, заказывал, потому что везли как раз из Америки.
Ну и я думаю, многие догадались, а может и нет. Ой, запакован-то как? О! Ладно, шучу, это не главная посылочка. Так, ну это тоже у нас дрифт, Volvo. И, кстати, вот видите надпись 2022. Обычно это только на американских картах. Вот, обратите внимание, американская карта же, да? Короче, по факту, ну, такой нормальный эксклюзивчик, типа. У нас такая моделька есть, но вроде как без 2022. Вот, прикольная моделька. Брал не себе, а знакомому. Кстати, пиши в комментарии, хотел бы себе такую, либо нет. Вот, так, ну мы переходим дальше. Так, ребят, ну и вот самое ценное. О, тут аж по две упаковали. Ух, такая коробочка, прям фиг пробьешь, как говорится. Так, я даже не знаю, какую лучше показать. Сперва. Ребят, вскрываю все как есть. Вот как отправили, так и показываем. Так, о. Да, ребят, вот это прям вот четенько вы попали. Так, смотрите, что здесь, ребята. Mercedes-Benz 500E серого цвета. Один. Mercedes-Benz 500E белого цвета. Ребят, это эксклюзивчик именно для Walmart, поэтому такие модельки везут из США. У нас они реально стоят прям дофига. Ребята продают отдельно данный лот за 1,5, что ли. Ну, ладно, по поводу цен не привязываемся, потому что цены меняются постоянно. Так, что у нас дальше? Ну и, соответственно, сами понимаете. Так, я думаю, уже многие догадались, что тут будет лежать. Конечно же, еще один 500E, только красный. Ну, такой у нас есть, но я решил сразу все получить разом. И еще один 500E, ребят, только черный. Мы собрали всю коллекцию разом. Да, в принципе, можно и так делать, если есть хорошие знакомые, которые могут привезти из Америки все сразу 500-е Мерседесы. Пиши в комментариях, какого именно у тебя не хватает. Серого, белого, либо, возможно, черного. Красный, думаю, сейчас есть у каждого. Давайте чуть-чуть поближе посмотрим. Так, ну, в принципе, прикольненький. Состояние хорошее. Так, блистер у нас целый. Черненький выглядит классненько. Многие говорят, что черный цвет не очень, но в принципе, когда покрашен именно заводом, именно от Mattel, выглядит все очень добротненько, классненько. Тоже такая надпись, ребят, типа новинка 21 года, круто. Карта у нас тоже американская. Ну, кстати, возможно, даже ценится. Конечно, ценится. 500 всегда ценится. Так, серенький. Серенький очень клевый. Ну, есть небольшая отсылочка к фильму «Такси». Там тоже были серенькие и красные. Потому что, помните, они там перекрашивали автомобили. Вот. Прокрашено все спереди и сзади. Понятное дело, что любители распака бы хотели это все вскрыть, пересвапать. Но я такого делать пока не собираюсь. Возможно, может быть, когда-нибудь, но точно не сейчас. Так, беленький. Ну, ребят, беленький просто реально сказочный, офигенный. Сзади прорисовочка есть. Все достаточно ровненькое. Декали все ровные, потому что бывает такое, что декали чуть-чуть там плохо лежат. Но нет, все хорошо. Единственное, вот видно, что моделька достаточно уже побывавшая в руках. Вот чуть-чуть здесь как будто видно, что краской крышу. Видно, что крыши уже протерли чуть-чуть блистер, но из-за того, что она белая, особо это ничего не видно. Ну да, в принципе, все хорошо. Ну и красный давайте просто посмотрим. Понятное дело, что, ну, он есть у каждого. Ну, как минимум, не на американской карте. Ну, короче, да, карты всех американские, как штрих-кодики. Везде одни и те же. А, нет, кстати, смотрите. У белого штрих-кодик-то отличается. Так, а какой еще? Так, у серого и красного штрих-код один, а вот у всех остальных, ребят, штрих-кодик тогда отличается. Поэтому, возможно, кто-нибудь, кто шарит, мог находить данную модель отдельно в Америке. Не знаю, есть ли такой способ, как у нас,
либо нет. Вот. Ну, скорее всего, я думаю, есть. Просто немножко по-другому используют. Такая вот серия у нас получилась. Теперь, ребят, я доволен уловом. Понятное дело, что это, ну, заказал. Ну, как бы все равно считаю, что это часть улова, потому что тоже найти хорошее, выгодное предложение, договориться, чтобы тебе привезли, это еще надо постараться. Давайте немножко спойлер на будущее. Сейчас в планах заказать интересную модельку, которой еще нету в России. Как минимум, пока еще никто не привез именно в Россию, не сделал на нее обзор. Надеюсь, успею сделать это первым. Цены на эти модельки были очень гигантские, поэтому я не заказывал. Сейчас цены более-менее устаканились, они стали, ну, почти адекватные, понятное дело, чуть завышенные. Поэтому заказал. Как приедет, сделаю у нее обязательно обзор. Надеюсь, успею сделать это один из первых. Ну, либо сделаю наиболее интересный обзор в своем стиле, плюс попробую сравнить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили жирный лайк, написали комментарий и подписались на канал. Всем хорошей охоты, всем хороших закупок. Ссылочки на продавцов есть в описании, поэтому переходите, если вас что-то заинтересовало. Все, всем удачи, всем пока-пока.